Всем привет! Сегодня на видеообзоре интересная система радионяня, видеоняня. Два в одном, можно сказать. По сути, это система, состоящая из аналоговой камеры и монитора. Камера на монитор посредством беспроводной связи передает видео и аудио на определенном расстоянии. Расстояние без помех заявлено около 200 метров. Чем больше помех, тем, понятно, качество сигнала передачи с камеры на монитор будет ниже. Упаковка. В общем-то, все на упаковке, все качественно и все прописано. Тут у нас модель, также вся информация. Комплект полный. Подключил, то есть получил, распаковал, немного разобрался, подключил и работает. Толстая инструкция на нескольких языках. Английский, немецкий, итальянский. Русского нету. Все в цветных картинках. Все, в общем-то, понятно, даже не переводя. Но разобраться может даже женщина, вот домохозяйка, которая сидит с ребенком дома. Даже не нужна вам будет инструкция для этого. Камера, такой вот вариант неплохой, из качественного пластика сделана. Антенна и сзади также термодатчик. На экран выводится информация на монитор по температуре в месте нахождения камеры. Это очень классно. Динамик сзади. Здесь также имеется микрофон, штативная резьба, резиновые ножки, кнопка сброса к заводским установкам. И также на наклейке вся информация. Камера имеет небольшой угол наклона. В общем-то, этого угла хватит вам с головой. Ну и ножки очень устойчивые. На скользкой поверхности будут прилипать нормально. Монитор сам также качественный, тяжеловатый из-за того, что в нем имеется аккумулятор. 1500 мА заявлен. Такая вот пластина, литиевый аккумулятор. Все на разъемах. Также в случае чего можно такой, я думаю, на Алиэкспрессе подобрать и просто его потом купить и установить, заменить этот, если нужен. Также информация на мониторе. Питание 5 вольт 1 ампер. Можно от блока питания, чтобы работал монитор. Ну и соответственно он будет заряжать аккумулятор. Идеальный вариант, конечно, это когда аккумулятор заряжен и вы этот монитор берете. И он с вами всегда, в любом месте. Пошли вы на кухню, занимаетесь чем-то на кухне. Камера вам из того места передает всю информацию на монитор. Взяли, перешли в другую комнату, то есть беспроводная связь. Это очень классно, когда ты не зависишь от розетки. В случае чего, на какое-то время, если сел аккумулятор, можно ставить его на зарядку. Имеется антенна, и она должна быть всегда в разложенном состоянии, то есть в рабочем состоянии. Тогда вы будете получать максимально качественный сигнал от камеры до монитора. И также есть подставка, вот такая вот в этом месте. Монитор можно ставить и вести видеонаблюдение и также слышать все, что происходит в месте установки камеры. Дальше в комплекте кронштейн. Крепежный элемент для кронштейна, все учтено. Дюбели, кронштейн, пластик и очень удобно регулировать. Камеру накручиваем и устанавливаем, где вам нужно. Хоть на стене можно ее таким образом прикрепить. Будет она, кронштейн, к стене, камера со стены смотрит. Ну или же на потолке, уже где вы захотите. Регулируется, все фиксируется. Очень классно, с этим вопросов нету. И два блока питания с длинными кабелями. Очень классно, что в комплекте позаботились об этом и положили уже блоки питания. Кабели, думаю, где-то по 3 метра. 5 вольт 1 ампера. По-видимому, так и есть. Качественный блок, добротный. И на другом конце кабеля разъем micro-USB для питания и зарядки монитора. Ну и также у нас камера питается таким же образом. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь.
Во втором пакете идет блок питания и такая маленькая коробочка. К ней попозже вернемся. Здесь такой же вариант, ну полностью такой же. Аналогичный кабель и аналогичный блок питания для питания камеры. Камера не имеет встроенного аккумулятора. Она должна всегда быть подключена в сеть блоком питания. Если присмотреться в объектив камеры, снять защитную заводскую пленку, можно увидеть, что имеется резьба пластиковая. Вот в этом месте есть резьба. И в комплекте идет еще дополнительный объектив широкоугольный. Посредством этого объектива мы можем расширить угол захвата камеры. Это если вам нужно. С резьбой пластиковый такой объективчик, простенький. И накручивается он именно на резьбу, которая в корпусе данной камеры. Вот так это все будет выглядеть. И при этом угол расширится. Процесс подключения. На включение монитора имеется клавиша, которую тяжело найти, но можно. Вот в этом месте такая беленькая незаметная кнопка включения. Ну и камеру активируем, просто запитав ее блоком питания. Блок питания включаю в розетку 220. Синий светодиод говорит о том, что камера работает. И включаю монитор. Тоже синий светодиод. И смотрите, моментальное подключение. Тут же слышу звук с камеры в мониторе. Ну и картинка с камеры. Аналоговая картинка, сразу это видно, картинка с аналоговой камеры. Не цифра, поэтому различить можно очень сильно. Кто привык к цифровой картинке, то аналог вот вспомнит. Ну, кому не критично, кто цифру сильно не различает с аналогом, то камера работает нормально. 480 TVL заявлено телевизионных линий. Такой вот вариант. Видна температура, которую выдает нам датчик на камере. Давайте я сейчас возьмусь за него, посмотрим реакцию. Изменение температуры. Ну, не быстрая, но... Ну вот, изменяется. Изменяется температура, начала расти. Я считаю, что это нормальная реакция данной термопары. Также здесь вот информация, что одна камера. Кстати, к этому монитору можно подключать две таких камеры, которые будут установлены у вас в разных комнатах. Картинка будет разделяться на два, и вы будете две камеры отслеживать. Сигнал, качество сигнала от камеры, время и заряд батареи монитора. И кнопки управления. Все здесь понятно. Давайте посмотрим, как расширится угол. Вот сейчас я на себя навожу. На себя, на камеру, видите вы картинку с камеры без широкоугольного объектива. Устанавливаю широкоугольный объектив. Прямо не отключаю камеры. Накручиваю его. Следите за чистотой самого объектива, чтобы не было никаких следов от пальцев. Напрямую будет влиять на чистоту и качество картинки. И вот, ну, немного угол расширился. Да, угол стал шире. Предметы отдалились и угол шире. Не сильно так, в общем-то, заметна разница. Но разница есть. Беру вот сейчас прямо, убираю объектив. Видите, угол сузился, предмет стал ближе. Камера вместе со мной. То есть эффект есть, не сильный, прямо не вау-эффект, не рыбий глаз. Но предметы приближаются и удаляются. Вот так вот. При подключении зарядного устройства блока питания имеется индикация по зарядке аккумулятора при выключенном мониторе. Включаю монитор. Ну и соответственно будете видеть, да, тут зарядку также. Монитор можно выключить в режим ожидания одним нажатием. Звук будет активирован. Вы будете слышать, что происходит. Звук передается. Но картинка просто... Видео выключили вы. Активировать второй раз можно. Выключается и включается монитор долгим нажатием кнопки. Немного по клавишам переключения камер. Вторая камера у нас отсутствует, поэтому картинки с нее нету. Второе нажатие. Разделяем экран на две камеры. Вторая камера отсутствует, нету, первая есть. Третье нажатие, выбираем первую камеру.
Камеры можно добавлять, удалять, всевозможные варианты. Кнопка вызова меню, напоминание, скорее всего, о кормлении можете выставлять. Второй вариант. 8 есть колыбельных мелодий, которые вы активируете, и звучат они в камере. Из камеры, из динамика звучит такая вот музыка. Колыбельные такие мелодии. Очень такие приятные, не резкие, и приятное такое звучание. Также можно выбрать другую мелодию. Ну, есть специальная кнопка для этих дел. В меню следующий вариант: часы. Устанавливаем. Градусы выбираем, единицы измерения Цельсий или Фаренгейты. Вариант подменюшка с добавлением камер и удалением. Плюс жмем добавить. Выбираем, одна камера выбрана, второй нету. Будет вторая камера, вы можете ее также привязать к устройству. И вариант чувствительности или включения-выключения функции Vox. Активация камеры и монитора голосом. Именно вот чувствительность. Когда система у вас находится в режиме ожидания, заплакал ребенок, и от плача, от звука система будет активироваться. На джойстике яркость монитора. Ну, тут все понятно. Солнышко. И громкость. Два устройства сейчас рядом, поэтому слышим эхо. Окей. Выбор. Включение, активация мелодий одной кнопкой на камере. Это все делается удаленно. Вы с монитором находитесь в одной комнате, камера стоит в другой комнате, и вы переключаете мелодии. И мелодии отображаются у вас на мониторе. Вторая мелодия, третья. Примерно вы можете запомнить, какую мелодию ваш ребенок, например, любит. Под нее засыпать. Такую и выбираете для активации и включения. Получается закольцовка по кругу, или же выключаем. Мелодии из камеры не звучат. Ну и также вариант: мы можем что-то передать в камеру. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Опять же эхо, потому что два устройства рядом. Также, что считаю еще неплохим, это реакция, вот световая индикация реагирует на голос. В районе камеры, если будут какие-то шумы, плач ребенка, еще что-то, вы будете получать еще световую индикацию. Если, например, у вас громкость выключена, динамика на мониторе, световая индикация говорит о том, что там звуки происходят какие-то. Камера имеет ночной режим, и, как заявлено производителем, установлены ИК-светодиоды с длиной волны 940 нанометров, то есть невидимые человеческому глазу. С обычной длиной волны 860 нанометров видимые светодиоды, то есть их можно различить свечением красных точек в темноте. Эти светодиоды человеческий глаз не видит. Давайте для полноценности качества картинки снимем пленку все-таки с монитора. Сейчас я только заметил. Кстати, не забудьте снять, потому что она матовая. И сразу картинку мы видим более качественную. Но аналоговая картинка. Еще раз повторюсь, здесь вау-эффекта никакого не будет. Сейчас в прямом эфире моя жена. Звук также слышим мы. Сейчас к микрофону ближе. Немного есть фон, но не критично. Кстати, когда включаем музыку, эту музыку мы также слышим в динамике монитора. Видим, какая мелодия играет, и ее мы слышим. Ну и одновременно мы слышим, что происходит в комнате. Раз, два, три, как меня слышно? Раз, два, три, четыре, ответь, как меня слышно. Хорошая двухсторонняя связь. Очень таки хорошая двухсторонняя связь. То есть плач ребенка, все эти дела слышать вы будете 100%. Раз, два, три, как меня слышно. Раз, два, три, четыре, пять, как меня слышно. Раз, два, три. Очень хорошо слышно.
Отлично. Как тебе музыка нравится? Раз, два, три. Как тебе музыка нравится? Раз, два, три. Под эту музыку очень приятно спать. Убаюкивающе. Давайте проверим качество ночной картинки. Опять же, аналоговые камеры не отличались высоким качеством. Выключи свет, пожалуйста. Ну, видим сразу, что картинка испортилась, то есть на большое расстояние камера эта работать не будет ночью. Опять же, из-за чего? Из-за того, что я вам говорил, стоят у нее с такой длиной волны ИК-светодиоды. Но, опять же, у производителя так и заявлено, что максимум 5 метров ночное видение. Посмотрите, значок у нас есть, что камера перешла в ночное видение. То есть вот эти полезные значки очень классно работают. Ну, если вы правильно камеру направите на объект, на ребенка, на пожилого человека, то есть за тем, за кем вы ведете видеонаблюдение, у вас будет все нормально и с ночным видением. Кстати, камера находится через 2 перестенка от монитора. На расстоянии примерно около, наверное, 10 метров через 2 перестенка. Качество сигнала отличное, вопросов нету. В обычном режиме монитор работает постоянно. То есть пока вы его вручную не погасите, звук остается, вы слышите фон. Активируете также вручную. Кстати, активация можно, кажется, делать любой из кнопок, да. Второй вариант — функция Vox. Вот это именно функция выключена. Значка у нас нету. 3 режима чувствительности: слабый, средний и высокий. Ставим на высокий. Ну, от этой чувствительности будет напрямую зависеть работа функции Vox. Появляется у нас значок Vox High, чувствительность высокая. Через несколько секунд монитор переходит в режим сна, если в комнате нет никаких звуков. Вот сейчас звуки есть, сейчас я в сильно чувствительном режиме поставил, в максимальном, и вы видите, жена что-то делает, там, в общем-то, звуки не такие резкие, а монитор все равно просыпается. Вот, перешел в режим сна, и опять же от звуков активируется устройство. Можно поставить в другую чувствительность, в среднюю, например. Именно функция Vox отвечает за активацию устройств от звука. Вот, в режим сна, и теперь или же заплакал ребенок, или же открылась дверь, или же разбилось стекло, различные варианты, что-нибудь происходит, какие-то звуковые эффекты есть, и в зависимости от чувствительности монитор будет активироваться. Но при этом звук у нас активен всегда на устройстве. То есть вы слышите, но видео в режиме ожидания. Вот вы слышали, зашел я и сымитировал звук плачущего ребенка, и монитор активировался. Активировался и до тишины, пока ребенок уснул, и монитор тоже засыпает. Тот вариант, когда что-то случилось с камерой, пропало питание, пропала электроэнергия, монитор имеет автономное питание и подаст вам сигнал. Отключаться он не будет, даже если у вас электрика в доме пропала. Но а камера отключилась, потому что нет устроенного аккумулятора. И монитор подал звуковой сигнал. И вот такое сообщение на мониторе, что камера отключена. Ну и нравится очень быстрая активация подключения. Вот я включил. И буквально несколько секунд. И устройство выведено на монитор. Кстати, неплохое переговорное устройство. Можно использовать как видеорацию. Работает как рация на небольшом расстоянии. То есть можете вы переговариваться, и очень классно слышно. Двухсторонняя связь очень хорошая. Аудио. Ну и плюс вы видите. Кому актуально, кто нуждается в этом устройстве,
могу его вам уже в Украине продать по цене, по закупочной цене AliExpress. Ну а кого заинтересовало это устройство, но вы не в Украине, или же просто вы хотите заказать на AliExpress его, ссылка в описании к видео, переходите, кликайте и сразу увидите и актуальную цену на сегодня. На сегодня все, показал вам, как работает эта система. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Группа в Телеграме по видеонаблюдению, чат, заходите, присоединяйтесь. Мой Телеграм-канал, также ссылку оставляю, напрямую можете со мной связаться в Телеграме. У кого нету этих соцсетей, почта моя для консультаций, там же вам смогу подобрать оборудование по видеонаблюдению. Дать ссылки, останется вам только сделать заказ. И другие мои видео смотрите по видеонаблюдению, стараюсь для вас все подробно делать. Всем удачи и до следующих видео.